Воздушный кулич с шафраном – это по-настоящему роскошная выпечка, невероятно пышный, с невесомым мякишем, аромат которого хочется вдохнуть и не выдыхать. Если вы испечете на Пасху куличи именно по этому рецепту, будьте уверены, что вам захочется его повторять снова и снова. Такой вот шафрановый кулич – это нечто особенное, ведь шафран очень ценная, уникальная специя. К счастью, расход шафрана совсем небольшой, и взамен вы получите самый нарядный пасхальный кулич, который когда-либо готовили. Побалуйте себя и своих близких на волшебный праздник волшебными куличами. Список ингредиентов к этому рецепту вы найдете в конце видео и в описании. Ставьте лайк видео, чтобы не потерять рецепт, и подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная». Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и каждый год на Пасху я стараюсь печь разные куличи и никогда не повторяться. Но если мне хочется чего-нибудь особенного, чего-нибудь роскошного, то я пеку куличи именно по этому рецепту. Шафран имеет очень нежный, тонкий цветочно-фруктовый аромат. И я стараюсь печь такие куличи без добавок, чтобы не перебивать его. Берите настоящий шафран, то есть рыльца цветков крокуса. Существует более дешевый вариант – имеретинский шафран. Это лепестки чернобрывцев, у которых нет яркого аромата. Да, эта специя не на каждый день, но на праздничном, на пасхальном столе ей самое место. Ну а солнечный цвет таких куличей покорит каждого. Возьмите 2 щепотки рылиц шафрана, 300 мл слегка подогретой сыворотки, 200 г сахара. Также потребуется 15 граммов сухих дрожжей, 1 яйцо, 75 граммов сливочного масла комнатной температуры. Также подготовьте 15 граммов растительного масла, соль и 800 граммов муки. Первым делом нужно растереть шафран в ступке или другим удобным для вас способом до порошкообразного состояния. Влейте к шафрану 50 мл очень горячей воды. Теперь ему необходимо дать настояться, раскрыть ароматы. Этим временем приготовьте опару. Для этого вылейте слегка подогретую сыворотку в удобную глубокую миску. Добавьте в сыворотку 3 щепотки соли. Теперь всыпьте треть сахара. Не нужно отмерять четко, сыпьте на глаз. Этот сахар станет стартовой пищей для дрожжей. Теперь всыпьте треть от общего объема муки и сухие дрожжи. Я использую уменьшенное количество дрожжей для этих куличей, чтобы тесто бродило вдвое больше обычных 1,5 часов и набрало сильный аромат. Перемешайте опару до однородности. У вас получится консистенция теста наподобие нежирной сметаны. Опару затяните пищевой пленкой и отправьте в какое-то место, где нет сквозняков. Оставьте опару на 40 минут. За время брожения опара станет очень пышной и воздушной. Перемешайте ее, чтобы выпустить газ. Приступаем к замешиванию теста. Активную опару отправьте в большую глубокую миску. К опаре добавьте яйцо, всыпьте оставшийся сахар. Влейте растительное масло и перемешайте смесь до однородности. Теперь влейте в опару ранее замоченный шафран. Яркая ароматная жидкость к этому времени уже успеет остыть до нужной температуры. Перемешайте смесь до объединения. Пришел черед ввести оставшуюся часть муки и замесить тесто. Всыпайте муку в тесто, просеивая при помощи сита. Слегка перемешайте тесто ложкой, а затем лучше продолжить замешивание рукой. Так будет удобнее. Тесто будет довольно мягким и липким, но дополнительную муку вводить не нужно. Перемешивайте тесто до тех пор, пока не увидите, что вся мука вошла в него и сухих частей больше не осталось. На этом этапе тесто будет рыхлым и комковатым. Накройте тесто листом пищевой пленки, чтобы оно не заветривалось, и оставьте для аутолиза на 20 минут. Этим действием мы поможем лучше и быстрее развиться клейковине, а это значит, что замес пойдет быстрее. Посмотрите, как уже изменилось тесто за эти 20 минут. Оно стало более гладким и эластичным. Процесс развития клейковины пошел. Теперь пришла очередь добавить в тесто размягченное сливочное масло. Начните вмешивать его. Сперва тесто будет неохотно принимать масло, но уже совсем скоро замешивать станет проще. Складывайте тесто, как будто бы заворачивая в него масло. Если замешивать тесто вы планируете полностью вручную, продолжайте вмешивать масло, а когда тесто полностью вберет его, замесите до гладкости. Я произвожу замес в хлебопечи, выбираю ручной режим и замешиваю в течение 18 минут. Сперва тесто комковатое и грубое, но в конце замеса оно ласковое и нежное, абсолютно гладкое и совершенно не липнущее.
Переложите тесто в большую миску, в которой оно будет бродить. Посмотрите, какое эластичное тесто получилось. Подтяните тесто в тугой шар, как бы заворачивая его, и уложите швом вниз в миске. Накройте миску с тестом пищевой пленкой и убедитесь, что незакрытых частей не осталось, иначе тесто будет подсыхать во время брожения. Оставьте тесто для брожения в теплом месте на 3 часа. За это время оно должно увеличиться в объеме в 2,5-3 раза. Посмотрите, каким воздушным стало тесто во время брожения. Оно очень нежное и безумно ароматное. Обомните тесто, чтобы выпустить отработанный газ, и приступайте к разделке на порции. Я больше всего люблю куличи небольшого размера, на 1-2 порции. Я взяла вот такие вот маленькие бумажные формочки, рассчитанные на вес кулича в 200 граммов. Это тесто очень хорошо подходит, поэтому я дам чуть меньший вес. Делю тесто на порции весом по 180-185 граммов. Из всего объема теста у меня получается 8 куличей. Каждую порцию теста я подформовываю в довольно тугой шарик. Формую простым подворачиванием к центру и получаю округлую заготовку. Оставляю ее расслабиться, пока занимаюсь остальными заготовками. Обратите внимание, что я не подсыпаю муку на рабочую поверхность. Так как тесто было очень хорошо замешано и клейковина в нем прекрасно развита, оно не прилипает и очень удобное в работе. Пришел черед окончательной формовки. После деления шарики успели немного полежать и расслабились. Нужно подвернуть их в тугие заготовки, аккуратно протягивая по рабочей поверхности. Как только вы почувствуете, что шарики тугие, но тесто еще не начало надрываться, останавливайтесь, заготовки готовы. Такие вот тугие шарики дадут большой объем при расстойке и будут иметь красивую округлую верхушку. Отправляйте тесто в формочки. Расставьте формы заготовками на противень, накройте пищевой пленкой. Оставьте в покое на 1,5 часа или до полной расстойки. Выпекайте при температуре 200 градусов около 30 минут или до румяного цвета. Я немного поторопилась, так как хотела успеть снять видео до захода солнца, и отправила куличи печься чуть ранее. А сейчас я сделаю то, что делать нельзя. Давайте заглянем внутрь только-только испеченного кулича. Посмотрите, как легко сжимается кулич и возвращается к своей форме. Куличи невероятно нежные. Разламываю и заглядываю внутрь. Какой красивый мякиш. Такой кулич даже не хочется украшать как-то вычурно. Я сделала декор лаконичным, только глазурь и пищевое золото. Для глазури я смешала белок с сахарной пудрой, чтобы получилась такая вот консистенция. Декорировать можно как в бумажной формочке, так и без нее. Оставлять куличи в формочках удобнее, если вы планируете угостить ими кого-то или транспортировать. Я просто окунаю куличи в миску с глазурью и убираю излишки при помощи силиконовой лопаточки. Самой мне больше нравятся куличи со снятой бумажной формой. Так они смотрятся уютнее, на мой взгляд. В качестве глазури вы можете использовать любую другую. Заварную меренгу, если боитесь сырых яиц, или же используйте глазурь на желатине без яиц. Рецепт есть на моем канале, и я оставлю на него ссылку. Либо же просто полейте куличи растопленным шоколадом. Завершаю отделку при помощи кулинарной горелки. Это сформирует тонкую корочку на глазури и придаст легкий карамельный оттенок вкусу. Если у вас такого гаджета нет, просто оставьте глазурь подсохнуть естественным образом. Украшаю верхушки куличей несколькими кусочками пищевого золота, и мои роскошные солнечные пасхальные куличи готовы. На моем сайте есть больше рецептов самых разных куличей. Активные ссылки я оставлю в описании, так что обязательно заходите и выбирайте по своему вкусу. Согласитесь, эти куличи с шафраном – это настоящий праздник. Они невероятно воздушные, легкие и нежные. Эти куличи долго остаются свежими, а их аромат будет наполнять ваш дом еще несколько дней после того, как вы их приготовите. Светлого праздника Пасхи! Надеюсь, что это видео было полезным для вас. Ставьте лайк, если это так. И в следующем видеоролике вас ждет рецепт вкуснейшей творожной пасхи. Поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, и нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе этого рецепта. Меня зовут Галина Артеменко, и это был канал Жизнь Вкусная.